Приветствуем всех зрителей апгрейда! Сегодняшний выпуск целиком посвящен появлению на мировом рынке консоли Nintendo Switch и флагманскому проекту, ролевой игре The Legend of Zelda Breath of the Wild. 3 марта 2017 года Nintendo Switch ворвалась в игровую индустрию с ошеломляющими результатами продаж. За первый день она разошлась тиражом в 330 637 приставок, что на 22 тысячи больше, чем Wii U в 2012, но на 41 тысячу меньше, чем Wii в 2006. Самой востребованной игрой стартовой линейки казалось, как бы вы думали, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ее владельцами оказались 193 060 покупателей, что опять же не меньше предыдущей части Twilight Princess на 53 тысячи. Тем не менее, новая часть Зельды установила рекорд продаж в Европе за все время существования серии, а это говорит о многом. Простенькие проекты разошлись такими же простенькими тиражами. Сборник One to Switch 82 392 копий. Super Bomberman R 39 609 копий. И при этом он смог стать самой успешной игрой Konami за последние 20 лет. Чудеса! Нельзя обойти стороной и тему акций. Нет, не акций протеста. Высокий рост продаж консоли спровоцировал повышение цен на акции, как это было во времена бешеной популярности Pokemon Go. С успешным запуском Nintendo поздравили потенциальные конкуренты Microsoft, Sony, Bethesda и Nvidia. Успешный старт продаж – это, конечно же, хорошо. Однако проблемы, с которыми столкнулись владельцы консоли, заставили многих людей задуматься об ее приобретении в данный момент. Может, лучше все-таки дождаться момента, когда Nintendo устранит хотя бы половину описанных проблем? Итак, топ технических проблем с Nintendo Switch. Громкий низкочастотный писк появляется в самых неожиданных моментах. Консоль может зависать во время игры, сопровождая игрока странными звуками, артефактами изображения или вовсе черным экраном. Иногда эти звуки выглядят довольно мило. Многочисленные мерцания, искажение цветов и артефакты на экране. Зависание сенсорного ввода, что затрудняет взаимодействие с консолью. Кстати, консоль во время зависания в играх не реагирует ни на сенсорный экран, ни на клавиатуру. Игры могут закрываться совершенно внезапно и с ошибкой. Наиболее частой проблемой является черная панель с ремешком, застревающая на контроллере, если ее вставить не той стороной. Иногда консоль может не определить картридж, прося вставить его в устройство до бесконечности. Встречаются и битые пиксели на экране. Включив консоль, владелец может столкнуться с бесконечной загрузкой. Разъем зарядки расположен на нижней части консоли, что создает множество проблем тем, кто хочет подключить зарядное устройство и параллельно с этим играть, установив приставку на специальный держатель на столе. Джойконы очень люфтят. Левый контроллер может отключаться от системы по причине плохого сигнала. Правый контроллер подобных проблем не испытывает. Желающие вывести изображение с портативной консоли на экран могут столкнуться с проблемой, когда док-станция попросту не сможет этого делать. А особо упрямые и сильные люди ломали джойконы или панель со шнурком, пытаясь снять контроллер, как бы вырывая его с корнем. Экран — это слабое место консоли. Большинство владельцев портативной консоли обзаводятся царапинами на экране практически сразу. Это связано напрямую с док-станцией, поскольку она не имеет резиновых вкладок сверху, и при каждой установке консоли на станцию экран царапается. Можно ли этого избежать? Конечно.
Защитные стекла, пленки, резиновые накладки или тряпочки из микрофибры — лишь малая часть вещей, которые помогут хоть немного защитить свой девайс. Если же вышеперечисленных проблем оказалось мало, сообщим главную. Консоль может оказаться нерабочей сразу же после покупки. Вероятно, это заводской брак. Тем временем, пользователь YouTube под ником Jerry Rig Everything провел тест на прочность Nintendo Switch. За основу взята шкала Mohs, специальная таблица эталонных материалов, отсортированных по степени твердости. Пластик ломается на 3-м уровне, стекло смартфона или планшета на 5-м или 6-м, стекло часов на 8-м или 9-м, алмаз на 10-м. Экран Nintendo Switch оказался поцарапанным на 3-м уровне, и мы с легкостью можем сказать, что он сделан из пластика. Почему же не из стекла, как современные смартфоны, 60% времени находящиеся в наших карманах, наряду с монетами, ключами и иными предметами, царапающими экран? Ответ прост. Switch хоть и имеет портативную версию, однако носить ее в кармане немного неудобно. К тому же пластиковое стекло в производстве гораздо дешевле. Не забываем и про целевую аудиторию консоли – дети и подростки. Следующим элементом теста выступают джойконы. Режется буквально все. Сама панель, стики, кнопки. Здесь и невооруженным глазом видно, что они изготовлены из пластика. Верхняя и задняя панель хоть и твердые, но все так же подвержены царапинам. Отверстия динамиков покрыты тонким слоем винила, поэтому их очень легко порвать даже во время простой чистки от пыли. Подставка также не внушает доверия. Jerry Rig Everything отломил ее, не применяя никаких усилий, и поставил обратно на место. Закончив с использованием колюще-режущих предметов, начинается самое интересное. Огонь позволит узнать, какого типа дисплей – IPC или AMOLED. Берем обычную зажигалку и нагреваем экран в определенном месте. IPC-экран отключится, а AMOLED будет гореть белым. К сожалению или к счастью, толстый пластиковый слой экрана пропускает тепло не сразу. Нужно подождать около 15 секунд. Несмотря на незначительное повреждение от огня, экран продолжает работать без проблем. Вывод: Switch использует именно AMOLED-экран. Подключив контроллер к специальному устройству, Джерри проводит очередной тест. На этот раз стресс-тест. Гнет устройство во всех направлениях, отмечая, что в такой связке оно довольно прочное. Рельс на джойконе сделан из пластика, а вот соединительная шина на самой консоли, на удивление, из металла. Сгибание консоли не привело ни к каким результатам, она очень прочная. Хотя и заметно, что после каждого сгибания в свое привычное ровное состояние оно проходит не сразу. Контроллеры, расположенные по бокам, оторвать очень просто. Причем причиной поломки служит не пластик контроллеров и не металлическая шина самой консоли, а винты, удерживающие металлический рельс. Будь они покачественнее, поломки можно было избежать. Заключение, к которому пришел Jerry Rig Everything, таково. Консоль можно классифицировать как долговечную, но только в том случае, если вы сознательно не будете сгибать ее в разных направлениях, ломать джойконы, царапать экран, садиться на нее, выбрасывать из окна и так далее. И вот тогда она прослужит вам довольно долго. Контроллер Nintendo Switch Joy-Con можно подключить к компьютеру посредством Bluetooth.
Ранее нельзя было подключить ни один контроллер без официального программного обеспечения. Сейчас же можно использовать эмулятор Dolphin GameCube и Bluetooth адаптер. Тестирование показало, что контроллер без проблем работает в режиме Big Picture в Steam, в Android-играх на смартфоне Samsung Galaxy S7. На компьютере в Oceanhorn и The Witcher 3 персонаж контролировался не полностью, когда как Duck Game сработал прекрасно. По некоторой информации, джойконы также можно использовать на персональном компьютере, воспользовавшись специальными программами для назначения клавиш, вроде той же Joy2K. Виниловые наклейки для Nintendo Switch оказались вредными. Поверхность консоли очень чувствительна к мягкому клею, и поэтому любая виниловая наклейка соберет вместе с собой часть краски и логотипа. Производитель наклеек, компания D-Brand, называет данный случай крайним невезением и заявляет о том, что сталкивается с подобным впервые. Все деньги за предзаказанные наклейки будут возвращены их истинным владельцам. О своем отношении к Nintendo Switch даже после ее выхода продолжают рассказывать именитые разработчики. Одним из них стал Хадзиме Табата, режиссер 15-й части Final Fantasy. По его словам, Switch — это устройство мечты. Правда, что с ним делать, Табата еще не решил. Если ранее он работал над проектами для стационарных и портативных консолей по отдельности, то представить себе игру, работающую в обоих режимах одновременно, очень сложно. Табата считает, что на Switch идеально будут смотреться игры в жанре таймкиллер. Помните, как мы рассказывали о первой в мире распаковке Nintendo Switch? Некоторые магазины за несколько недель до релиза разослали посылки с консолями тем, кто оформил их предварительный заказ. Но это одна история. Есть и другая. Сотрудники некоего игрового магазина, расположенного в США, похитили 3 экземпляра долгожданной консоли. 1 для перепродажи, 2 для личного использования. Личности похитителей установлены, и теперь бывшие сотрудники игрового магазина ответят за нарушение закона перед судом. Мораль известна: воровать плохо. Британский игровой магазин Asda использовал боксы для игр Xbox One для рекламы Nintendo Switch. Что интересно, в самих боксах действительно находятся игры для консоли Nintendo. Экая двойная реклама. А теперь поговорим о нашумевшей игре для Nintendo Switch The Legend of Zelda Breath of the Wild. В центре внимания игры герой, знакомый по предыдущим частям, Линк, проснувшийся после векового сна. За 100 лет зло сумело напасть на королевство Хайрул и даже, внимание, победить его. Естественно, половина населения Хайрула отправилась в мир иной. Принцесса Зельда, как всегда, пропала, а сам Линк оказался ранен. Вылечившись, Линк получил задание — собрать оставшихся жителей Хайрула, подготовить последнюю атаку на главного злодея и в конце концов навести в мире порядок. Сюжеты крупных РПГ — это всегда просто и понятно. The Legend of Zelda Breath of the Wild появилась сразу на 2 консолях — Nintendo Switch и Nintendo Wii U. Последнюю можно приобрести по более низкой цене, что собственно спровоцировало рост продаж новых и бывших в употреблении консолей. Digital Foundry провела детальный технический анализ Зельды на 2 консолях и пришла к такому выводу. В стационарном режиме на Switch Зельда может похвастаться картинкой в разрешении 900p, а вот на Wii U разрешение пониже, всего 720p. Стандарт обеих консолей — 30 кадров в секунду. Однако стоит знать, что игра никогда не выдаст картинку ниже, чем 20 FPS.
Многие сталкиваются с так называемой просадкой кадров, когда частота скачет от 30 до 20 FPS. Дело в прорисовке открытого мира. Во время спуска персонажа с равнины, FPS на Wii U проседает до 20 кадров в секунду. Switch, в свою очередь, держится молодцом, ровно 30-ка и ни кадром меньше. Празднуем победу? Рановато. Движение по густой траве и сражение с противником оказываются на производительности Switch. Всего 20-25 кадров. Однако нельзя сказать, что Wii U хвастается отсутствием просадки кадров в данной ситуации. 1-2 кадра — это капля в море. В портативном режиме на Switch Зельда выдает картинку с разрешением 720p. Связано это с разрешением самого экрана 1280 на 720. К тому же, пониженное разрешение способствует более комфортной игре. Стабильные 30 FPS вам обеспечены. Тем временем эксперты сообщают, что версия Зельды для Wii U визуально выглядит хуже, чем версия для Switch. И это неудивительно. Игровые издания ознакомились с новинкой и теперь готовы поделиться своим мнением с читателями. Metacritic – сайт-агрегатор рецензий на видеоигры, кинофильмы, сериалы и телешоу, позволяет взглянуть на мнение игровых изданий о Breath of the Wild. На данный момент общее количество рецензий насчитывает порядка 80 штук, причем 93 вердикта содержат оценки с 84 до 100 баллов, или с 8,4 до 10, как вам угодно. 3 от 60 до 71, 8 полноценное мнение без итоговой оценки с плюсами и минусами. Говоря о бумажной прессе, многие журналы по праву давали детищу Nintendo статус игры номера, отводя ей достаточное количество печатных страниц. Японский Weekly Famitsu посвятил Breath of the Wild порядка 40 страниц. Каких-либо выдержек из материала в сети не наблюдается, однако известна итоговая оценка – 40 баллов из 40 возможно. За время своего существования, а это без малого 31 год, Famitsu награждал максимальной оценкой всего несколько проектов. Среди них была и Зельда, награжденная аж 4 раза. За Ocarina of Time в 1998, The Wind Walker в 2003, Skyward Sword в 2011 и, наконец, Breath of the Wild в 2017. Первым печатным изданием в мире, опубликовавшим рецензию на Breath of the Wild, стал британский Edge. Авторы отметили, Breath of the Wild — это не просто еще одна хорошая игра от Nintendo, а проект уровня Ocarina of Time, Super Mario Galaxy и Super Mario 64, выходящие раз в 10-20 лет и привносящие в игровую индустрию нечто новое. Среди плюсов игры обозреватели выделяют повышенное внимание разработчиков к мелким деталям, живой и открытый мир, продвинутый физический движок, впечатляющий искусственный интеллект противников и множество секретов, разгадка которых займет много времени. Итоговая оценка с 10 баллов из 10. Помимо этого, большинство рецензентов считает, что Breath of the Wild — это самая сложная игра в истории серии. Авторы немецкого GamePro стали строже относиться к выставлению итоговых оценок обозреваемых проектов, поскольку идеальных игр не существует. Нельзя не согласиться с этим мнением. Здесь Breath of the Wild получил всего 9,4 балла из 10 возможных. Наивысшую оценку за историю существования журнала получала лишь пятая часть GTA — 9,5 баллов из 10. Зельда — это не только открытый мир, потрясающий сюжет и множество заданий, но и ряд развлечений, преимущество с использованием внутриигровых возможностей.
Пользователь YouTube под ником Video Game Donkey опубликовал видео, посвященное забавным моментам игры. Персонаж использует щит в качестве сноуборда. Хотя откуда здесь снег? Лихо спускаясь на нем с горы. Иное средство передвижения, например, бревно. Чем не бобслейный инструмент? Можно вовсю резвиться с собакой, бегая по кругу, показывая, так сказать, пример. Или же кинуть палку. Потрясающая реакция. Будто и не было никакой палки. О, нет, не было. Показалось. Обозреватели хвалят искусственный интеллект. Однако так ли он хорош? Противников можно убивать с помощью подручных средств, которые руками-то не поднять. Например, огромным камнем. Иногда противники довольствуются собственной глупостью, стреляют по персонажу из лука и попросту не попадают в него. Или когда их окружают бочками со взрывчаткой и могут начать танцевать, либо взять одну в руки, совершенно не подозревая об окружающей опасности. Чего только стоят бесконечные попытки расправиться с роботом, пускающим по полу лазер. Сколько мучений пришлось пройти, чтобы завершить столь сложную битву. Ну а теперь настало время затронуть и другие игры, вышедшие или готовящиеся выйти на Свитче. Не Зельды единой, как говорится. Серия экшенов Сенран Кагура очень популярна среди мужской половины игрового, как бы это ни глобально звучало, человечества. Главной героиней и противниками выступают милые дружелюбные девушки. Да, в их руках не сумочка или модный гаджет, а оружие, заставляющее нервничать кого угодно, в том числе и поклонников игры. Дело в том, что не все части Сенран Кагура выходили на Nintendo. Большая часть на PlayStation. Фанатам разве многого надо? Новым много. Например, выпустить игру на других консолях или мобильных платформах. Об этом они попросили компанию Marvelous Games, разработчика игры. Мол, так-то и так-то, хотим увидеть Сенран Кагура Estival Versus на Nintendo Switch. И разработчики сделали это буквально. Слишком буквально. Сложно сказать, заглянет ли Estival Versus на Switch и как стоит расценивать эту фотографию Marvelous Games. Как шутку или как намек? Nintendo Switch получит поддержку эмуляции игр с GameCube. Приобретать их придется в сетевом магазине eShop. Напомним, ранее ходили слухи об эмуляции куба на Wii U, однако этого так и не случилось по непонятным причинам. Идея, признаться, хорошая. Большинство кубовых игр будет идеально играть на портативном свитче. История Мэнди Бадрен из США удивила многих. Мэнди со своим мужем регулярно играют в One to Switch. Стоит оговориться, семейная пара имеет проблемы со зрением, и, как выяснилось, игра прекрасно подходит для таких, как они, поскольку в большинстве мини-игр не нужно смотреть на экран. Информация воспринимается на слух или за счет тактильных ощущений. Муж победил меня в каждой игре, а его любимой стала Quick Draw. Это такой симулятор дуэли ковбоев, в который необходимо по команде быстро поднять контроллер и нажать на кнопку. Хотя в пинг-понг и боксе Джим он тоже хорош. Делится своими впечатлениями Мэнди. Shinen Multimedia анонсировала гоночный симулятор Fast RMX, не путать с BMX, являющийся третьей частью одноименной серии. Fast Racing Legio и Fast Racing Neo выходили на Wii и Wii U соответственно. Разработчики используют очень хорошую тактику, выпускают по одной игре на каждой консоли производства Nintendo. Вероятно, это очень хорошо сказывается на качестве продуктов. Или нет, судить исключительно игрокам. Чем же Fast RMX отличается от других проектов подобного жанра?
Прежде всего разрешением 1080 с полноценными 60 FPS, что для гонок, тем более на свитче, прямо-таки в новинку. Заметим, что подобные технические характеристики останутся неизменными даже в сетевых баталиях и в режиме разделенного экрана. Игровой процесс изменится незначительно, управление станет более удобным, а несколько трасс будут перенесены прямиком из Fast Racing Neo. Авторы обещают, что RMX станет интересной для тех, кто ранее не был знаком с серией вовсе. Графически игра оснащена по последнему слову техники. Новое программное обеспечение, превосходное качество спецэффектов, улучшенная система освещения, динамический HDR. Словом, как на картинке. Ну что ж, подведем итог. Nintendo вновь совершила революцию на рынке игровых консолей, позаимствовав все самое лучшее от своих прошлых творений Wii и Wii U, сделав акцент на портативности и инновационных, вновь, контроллерах, джойконах. Малое время автономной работы, всего каких-то 3,5 часа, с лихвой окупаются стационарными возможностями консоли. Switch — это прежде всего консоль для поклонников Nintendo, которые знают, чем славится компания и ради каких игр стоит ее приобретать. Флагманским проектом по праву считается The Legend of Zelda Breath of the Wild. Многие решаются выложить несколько десятков честно заработанных тысяч исключительно ради нее. Увы, но других успешных проектов, по крайней мере на старте, Switch предложить пока не может. Искренне надеемся, что крупные разработчики, заявившие о светлом будущем японского детища или анонсе собственных проектов, готовящихся к появлению на Свитче, сдержат свои слова. Выбор за вами. Определитесь, ради каких игр вам нужна консоль, и лишь после этого совершайте обдуманные действия по покупке этой консоли. Разница в цене Свитча, PlayStation 4 и Xbox One составляет от 1 до 2000. На этом все. Наш рассказ о Nintendo Switch и играх для нее остался, как обычно, незаконченным. Ведь недосказанность всегда вызывает интерес. Надеемся, что Nintendo Switch заинтересовала вас. Увидимся через 2 недели. До встречи!